Представляю вашему вниманию новую версию советника U-Trailing, универсальный трейлинг-стоп. Первое, что бросается в глаза, это 4 цветных прямоугольника в левом нижнем углу графика. Это специальные кнопки, предназначенные для выполнения одноразовых команд. По названию на кнопках вы уже можете догадаться, для каких целей они служат. Кнопка Delete SL предназначена для удаления стоп-лосса у открытых ордеров. Кнопка Close Profit закрывает прибыльные ордера, у которых есть прибыль, Profit. Кнопка Close Loss закрывает убыточные ордера, у которых есть убыток, Loss. Кнопка Close All закрывает абсолютно все ордера, открытые в терминале, а также удаляет отложенные ордера при их наличии. Зеленые кнопки вы можете избирательно настраивать, как вам необходимо. Их можно настроить по направлению Short или Long, по магическому числу и по выбору валютной пары. У нас сейчас валютная пара выбрана 1, фунт-доллар, выбрано направление Short и магический номер -1 для всех ордеров. Вот сейчас давайте посмотрим, как советник удалит стоп-лосс только у ордеров Sell. Смотрите. У всех ордеров на Sell был удален стоп-лосс. А сейчас закроем ордера с прибылью. Все ордера с прибылью были закрыты. Аналогично действует кнопка «Закрыть с убытком» Close Loss. Но сейчас я покажу, как работает кнопка Close All. У нас есть здесь отложенный ордер и несколько ордеров на покупку. Нажимаем Close All. Вы видите, что абсолютно все ордера были закрыты и отложенный ордер был удален. Вот для чего нужны кнопки и вот как они работают. Значительно изменилось меню управления советника. Появилось много новых функций. И для удобства трейдера наиболее часто используемые команды мы перенесли вверх. А те команды, которые используются реже, перенесли вниз. Поэтому вверху в общих настройках появилось включение трейлинг стопа. В данном случае он у нас отключен. Давайте его включим. И появился безубыток с его параметрами. Также в общих настройках появилась новая команда «Все символы». То есть если раньше советник мог работать только на одной валютной паре, то включая эту функцию, советник будет отслеживать все ордера, открытые в терминале. Добавили в общие настройки также и новую функцию «Тралить отложенные ордера». Ну, а поскольку для них необходимы свои параметры, поэтому появился отдельный блок «Отложенные ордера» с параметрами настройки. Здесь вы можете выбрать, какие ордера тралить: стоп-ордера, лимитные, установить дистанцию, шаг для трала. Иногда, когда открывается позиция, необходимо, чтобы она была защищена стоп-лоссом. Эту функцию советник может выполнять автоматически, поэтому появилась функция «Добавить стоп-лосс». Давайте мы ее тоже включим. Здесь указан параметр стоп-лосса 50 пунктов. Ну и оставшиеся команды — это процент закрытия. То есть вы можете выбрать и настроить процент закрытия по профиту. То есть когда цена достигнет прибыли 15% от баланса, советник закроет все ордера. И процент убытка также вы здесь можете настроить. Ну давайте посмотрим, как работают все символы и как работает установка стоп-лосса. Ну, вы видели, что советник установил по всем валютным парам, установил стоп-лосс. Вы слышите звук, да, у советника появилось звуковое оповещение. Его можно включить или отключить по вашему желанию. Находится оно в 5-м блоке «Общие настройки». Давайте мы его отключим, чтобы он нам не мешал.
Сюда же в пятый блок мы перенесли выбор языка. Вы по-прежнему можете выбрать английский или русский. Здесь же вы найдете настройку по фону вашего экрана, светлый или темный. И здесь можно отключить информационную панель, то есть не будут появляться информационные сообщения на экране. А также вы можете отключить и кнопки. Если они вам не нравятся, если не нужны, вы можете их спокойно отключить, и они не будут мозолить вам глаза. Сюда же мы перенесли множитель для криптовалют. Тут он находится. И здесь вы найдете очищение графика от различных ненужных объектов. От стрелок, отметок стоп-лосса, тейк-профита и тому подобное. Параметры настройки здесь установлены в минутах. Если вы хотите, чтобы объекты оставались подольше на вашем графике, можно увеличить количество минут. Покажу, как советник работает со всеми символами. У нас сейчас активирована функция «Все символы». И вы видите, что у всех ордеров, которые у нас здесь открыты в терминале, а их довольно много, у всех установлен стоп-лосс. Ну, давайте попробуем удалить стоп-лосс у этих ордеров. Ну и вы видите, что происходит удаление ордеров. И тут же советник устанавливает новый стоп-лосс. То есть это по сути трейлинг стоп. Вы видите, что есть прибыль, поэтому он защищает эту прибыль. А у тех ордеров, где есть убыток, ничего подобного нет. Если мы сейчас захотим закрыть какие-то конкретные ордера, это произойдет. Допустим, давайте закроем все ордера на покупку. Для этого мы входим в свойства советника и выбираем Long. Теперь нажимаем «Закрыть с убытком» те ордера, которые на buy. Все ордера на buy, у которых был убыток, закрыты. Вот как работает советник со всеми символами. А сейчас покажу, как работает трейлинг отложенных ордеров. Кроме кнопок, мы на график добавили также и комментарии. И здесь советник пишет, что включен трейлинг отложенных ордеров. Ну вот у нас уже есть один отложенный ордер buy stop. Можем его подтянуть, модифицировать. И видите, он тут же вернулся обратно. Если мы откроем новый ордер, он тоже, видите, возвращается обратно. Вы можете настроить, какие ордера тралить, стоп-ордера или лимитные ордера. Если вы хотите, чтобы советник тралил и остальные отложенные ордера, которые имеются в терминале, вот они здесь у нас, довольно много их, то вам нужно просто включить функцию «Все символы». Проверяем, да, включены отложенные ордера, нажимаем ОК. Ну, здесь вам не видно, можно открыть вкладку «Эксперты» и увидеть, какие модификации были проведены советником только что. Вот, вы видите, что были модифицированы Sell Limit, Buy Limit, Buy Stop и по разным валютным парам. В раздел Trailing Stop добавили новый режим трейлинга. Назвали мы его процентный или по процентам. И для этого режима появились собственные настройки ниже. Вот вы видите здесь. Всего он имеет 3 уровня. И для каждого уровня свои собственные настройки. По этому режиму при достижении первого тейк-профита 20 пунктов советник закроет часть позиций, то есть сократит объем лота на 10%. При этом трейлинг стоп или стоп-лосс передвинется на безубыток 5 пунктов. При достижении второго уровня, второго тейк-профита 30 пунктов, объем позиций будет сокращен уже на 30%. И безубыток передвинется на 10 пунктов. Ну и при достижении третьего тейк-профита 60 пунктов будет сокращено 80% объема лота. И безубыток передвинется на 20 пунктов. После выполнения вот этих условий
когда будет выполнен третий уровень, включится обычный трейлинг стоп. Настройки, которые вы здесь видите, установлены по умолчанию. Вы можете установить по каждому параметру свои значения. Вы можете выбрать проценты в этом окошке. Если вам на этом этапе не нужно, чтобы советник сокращал позицию, вы можете установить No. Здесь нужно помнить одно правило. Цифры каждого последующего этапа, последующего уровня, должны быть больше, чем предыдущего. Но ничего страшного нет, если вы ошибетесь. Тогда советник выполнит вашу задачу с установленными цифрами по умолчанию. Ну вот если мы вернемся, то есть вот с этими цифрами, если вы ошибетесь, советник выполнит задачу. Чтобы было понятно, как это работает, перейдем в тестер. Покажу на светлом фоне, чтобы вам было лучше видно, как работает трейлинг по проценту. Для демонстрации установили объем лота 1. Ну, чтобы было что сокращать. Так, давайте ускорим. Вот, произошло первое закрытие и сокращение объема лота. Был объем 1, стал 0,90. Посмотрим в журнале. В журнале советник записал, что выполнен первый take profit и ордер 10% от объема 0,10 были закрыты. Посмотрим дальше. И вот второй уровень выполнен. Второй take profit сработал. Смотрим в журнале. Сокращен объем лота на 30%. Теперь осталось 63. Дальше. Ну и вот выполнен третий уровень, третий take profit. 80% от 63 было закрыто. И теперь осталось объем лота всего 0,13. После того, как трейлинг по проценту будет исполнен, включается обычный нормальный трейлинг стоп, который вы установили заранее. Давайте смотреть дальше. Вот вы видите, надпись меняется и уже работает трейлинг стоп по пунктам. Ну а теперь уже сработал и трейлинг стоп по пунктам, и уже открыта новая позиция. И в завершении еще раз покажу, как работают кнопки. Это мы закрыли все ордера с профитом на данной валютной паре. А сейчас нажимаем Close All, закрыть все. Все. Всем всего доброго, до свидания.